Вот так вот. В таких условиях приходится работать. Атакуют меня какие-то гадости. И всем привет, с вами Федор, вы на канале Tracker in Scandinavia. Я нахожусь на точке отсчета Заполярья. За спиной красивое озеро, а в той стороне находится обозначение, что это полярный у нас круг. Дальше мы едем севернее. В этом рейсе у меня направление города Тромса. Это будет более так известен город. У меня 2 выгрузки будет. Но об этом мы чуть позже. А здесь вот пришло в традицию заклеивать стикерами разными. Какие у кого есть, те все и клеят. Попробуем что-нибудь расшифровать. Я вижу футбольные, вижу байкерские, норвежские, шведские. Какой-то вот этот, я не знаю, чей это флаг даже вообще. И Венгрия, Италия, разных марок машин. И много-много-много разного. Очень интересно на самом деле. Я на том, где мы с вами были в моих видео, точке Полярья, там такого нету. Но здесь мы, кстати, да, я забыл сказать, что мы находимся с вами в Швеции. Мы находимся именно в Швеции. И здесь ресторанчик также есть с магазинами сувениров. Здесь я сильно не буду много времени тратить, так как тут очень много летает каких-то непонятных живностей. Вот, поэтому мы выдвигаемся в сторону последней границы на севере между Швецией и Норвегией. Бьорнфилд на 10-й дороге. Пока я достаиваю паузу свою, мне еще буквально вот 2 минутки. За бортом пишет 35 градусов. На улице находиться пока что невозможно. Мало того, что жарко, но еще и летают разного рода насекомые непонятного происхождения. Вот, друзья, а у меня сертификат я приобрел себе наконец-таки. С официальным штампом он ставится вживую. Значит, сертификат о посещении полярного круга. Здесь карта нарисована, дата, когда я был, мое имя и фамилия. Вот, и координаты, собственно, этой точки. Вот, я в Швеции, в Йокмёк, коммуна Йокмёк. И здесь находится вот это пересечение, и оно на карте тоже, оно вот, как идет этот круг по всему земному шару. И вот так вот он пересекает Скандинавию, в Норвегии, в Швеции, в Финляндии и в России. Прячу сертификат и будем мы с вами выдвигаться. Отдыхают ребята. От жары представляю, как им сейчас плохо. 28 градусов. Веселый у меня отрезок пути, но это уже не первый такой. И в следующий раз я по этой дороге больше не поеду. Нахожусь я сейчас на 45-й дороге в Швеции. И до границы нам с Норвегией 300 километров. Но с такими успехами я буду еще долго ехать. Ну, я надеюсь, это сейчас пройдет. То есть я где-то уже минут 20 еду вот периодами. Вот начинается гравейка, потом
кусочек асфальта. Погодка у нас немножко поменялась, и, возможно, Норвегия нас встретит дождем, но оно будет и к лучшему. Стекло, по крайней мере, у меня помоется. Кстати, вид с этой камеры в данном случае гораздо лучше был бы, чем с лобового стекла, потому что лобовое стекло все в насекомых, и стояла бы установлена камера к лобовому стеклу, и прилетел бы туда кто-нибудь с обратной стороны, и я бы на ходу уже ничего не смог бы сделать. Пришлось бы останавливаться и заниматься лишней ерундой. И сейчас у нас будет городок Галивары. И после уже этих Галивар мы выйдем на 10-ю дорогу. И все, я надеюсь, здесь уже это точно. Да, вон стоит знак, что... Ой, конец дорожных работ. Ужас какой-то. Какой-то просто ужас это был. Значит, 10-я дорога, на которую мы скоро выедем, ведет нас к самому последнему северному переходу между Швецией и Норвегией. Дальше по северу Норвегия только граничит с Финляндией. Ну, то есть основные сухопутные ее переходы с Финляндией, и последний крайний с Россией. То есть там рядом у нас граничит Мурманск. Я не знаю, сколько там километров, не буду я сочинять, но он недалеко от Норвегии. На моем канале рейсы не выпадали, но я все переходы северные, я все их проезжал, был на каждом, и зимой, и летом. Очень там интересно. О них мы будем с вами разговаривать по мере их проезда, так сказать, чтобы не забивать вам голову лишней информацией. Что, дети купаются в речке. Я бы тоже, конечно, сейчас бы искупнулся. Кстати, в речке вода дубина, я думаю, до сих пор здесь. Здесь тем более еще и повыше, поближе к горам уже. Но дети купаются, детям все равно. Скандинавские дети, закаленные с детства, что норвежские, что шведские. Как только плюс 15, уже можете видеть, как в мае они купаются где-то в холодных водах. А сам подойдешь, туда ногу засунешь и просто офигеваешь от того, как они там купаются вообще. Да, впереди все синее. Все синее. Страшное и синее, но зато помоется стекло. И сегодня мне, в принципе, по барабану, будет дождь или нет, потому что выгружаться я буду завтра, а вот завтра мне нужна будет желательно хорошая погода. Очень простой городок, даже мне местами напоминает наши постройки. Так, а у нас заправка грузовая, на которую я заеду. Заеду набрать воды.
что-то явно сегодня идет не так. На заправке у меня вышел целый квест. Но квест не у меня, а у заправщиков. Ну, точнее, работников заправки. В общем, в чем суть? Начну сначала. У меня перестал работать интернет, шведская сим-карта, на котором 150 гигабайт интернета по Скандинавии и Прибалтике. По-моему, даже и по Европе, в принципе, он работает. Он у меня перестал работать вообще. В четверг и пятницу были праздничные дни. Это я начал звонить в пятницу. Естественно, в службе поддержки мне сказали, иди до понедельника, до 8 утра. Я сегодня начал звонить. У меня ничего не получается. Я на сайте нашел какой-то там чат. Начал писать туда. Мне дали два номера, куда звонить. Один, который звонить, когда ты в Швеции находишься. Второй номер, когда ты находишься вне Швеции. Я начал звонить. На это у меня ушло часа 2 в сумме. Если брать это как, когда это происходило в одно действие, это прошло мне 20 минут ожиданий. 25 даже минут ожиданий. Я дозвонился вначале в одно место. Мне сказали, спросили точнее, у вас мобильный интернет или не мобильный. И перевели меня еще на 10-15 минут. И там мне сказали, что так как у вас карта куплена на заправке, то мы вам ничем помочь не можем. Ну, бла-бла-бла-бла-бла. Вот и все. То есть, купите новую сим-карту. А я туда зарядил только недавно 45 евро, то есть на 150 гигабайт. И я решил купить на заправке ваучер на маленькую пополняшку, на сколько я даже взял, я забыл уже. На 10 гигабайт я взял сейчас ее. И я попробую сделать... пополнить на эти 10 гигабайт, и может быть у меня заработает все вместе. В общем, это я вам позже сообщу об этом, получилось это или нет. Итак, я прихожу на заправку, беру мороженое, вот это, которое почти растаяло, и прошу Telenor фастпрайс на 10 гигабайт. Она мне выбивает, я оплачиваю, и я потом только беру чек, смотрю, что не Telenor она мне пробила, а Телию. Я говорю, вы ошиблись, мне нужен Telenor. Там и цена разная, кстати, на приличную сумму больше. Она пытается вернуть мне деньги, ничего не получается. Это время затянулось на 30 минут. 30 минут я стоял на заправке, внутри перед кассой, и они пытались вернуть деньги. В общем, она куда-то звонила и в сеть заправок, там, в поддержку, и в банки, и туда, и сюда. Ничего, короче, не получается, что-то у них там все зависает, все ломается. В итоге она принимает решение. Решение интересное. Выдать мне деньги просто. То есть они мне пробили мой этот новый чек и отдали деньги. Вот и все. Вот так вот разрешилась эта ситуация. Теперь у меня есть 120, там с мелочью, с копейками, 120 шведских крон. Вот. Положу в кошелек, пускай лежат, когда-нибудь пригодятся. А дальше, ребят, едем мы в сторону Киркенеса. Большой промышленный, последний большой город Швеции на севере. В Лапландии это все дело у нас находится. И я уже сейчас нахожусь в Лапландии. Я забыл об этом сказать. Проедем Киркенес и будем двигаться в сторону норвежской границы. И я вам расскажу истории, которые происходили у меня на 10-й дороге. Погнали. Я, наверное, на заправке пока стоял, перегрелся. Или переостудился от кондиционера. И, конечно же, перепутал. Ни в какой не Киркенес, а Кируна город. Самый северный город Швеции, Кируна. Нам до него 100 километров, и мы въезжаем в апокалипсис. Пока что только несколько капель летит, но я думаю, скоро будет ливень. Я жду, пока ливень стеной ударит, а он так и не ударяет, чтобы помыть мне стекло. Ужас какой-то. И сейчас вот оно боком пройдет, а я вообще тогда офигею. Наконец-то я дождался то, чего так долго ждал. Льет за всю херню, за все эти жаркие дни. Стекло у меня уже омылось, сейчас и морда тягача омоется от насекомых и зеркала. И будет ляпота.
Легковушка даже решила дальше и не ехать. На подходе мы с вами к городу Кируна. Значит, самый северный город Швеции. Вдоль него проходит 10-я дорога, по которой мы пересечем границу с Норвегией. До Норвегии от Кируны остается 130 километров. А впереди у нас не горы, а ну, как бы уже получается горы искусственные. Значит, самая богатейшая добыча идет здесь железной руды в Кируне. И вот значок Welcome till Kiruna, Лапландия. Да, это огромная коммуна, называется Лапландия. Кто в детстве сказки смотрел, кто слышал про Лапландию. Вот она живьем. Здесь дорога проходит краем города. Немножко посмотрим и потом продолжим. Здесь, как оказывается, теперь и смотреть нечего. Это новая дорога, по которой мы сейчас едем. И когда последний раз я здесь ездил, это был 2019 год, то этой дороги еще не было. Прикиньте. Раньше дорога шла с той стороны, и хоть как-то краем было видно сам город. Но сейчас здесь сделали крутую объездную. И в город вообще не въезжаешь. Вот так вот, да. Ах, жаль, тут камеры под рукой не было. Стоянка была с американскими ретро-тачками. Очень красивыми. Все, вернемся мы чуть позже. Расскажу я вам историю, что же здесь у меня происходило однажды на этой дороге.